На краю небольшой деревни, где за полями начинался лес, жил фермер Андрей. Он не был богатым человеком, но имел все, что считал настоящим богатством. Дом, несколько лошадей и верного пса по кличке Барс. Пес был обычной дворнягой, которого Андрей когда-то нашел щенком у дороги. С тех пор они почти никогда не расставались. Лошади стояли в деревянном сарае. Андрей ухаживал за ними каждый день, чистил стойла, носил воду, проверял замки и оставлял корм на ночь. Барс обычно лежал возле сарая и внимательно следил за всем происходящим. Однажды поздним вечером Андрей уже собирался идти в дом, как вдруг Барс резко вскочил. Пес тревожно залаял и начал бросаться к загону. Андрей сначала не понял, что случилось. Через несколько секунд из-под крыши сарая показался дым. Огонь, вероятно, начался из-за неисправной проводки. За считанные минуты сухие доски вспыхнули, а пламя стало быстро распространяться по крыше. Андрей бросился к сараю. Он открыл двери и начал выводить лошадей одну за другой. Испуганные животные рвались наружу, а вокруг уже падали горящие щепки. Барс продолжал лаять, бегая рядом с хозяином. Андрей успел вывести почти всех лошадей. Оставалась последняя, старая кобыла, которая от страха забилась в дальний угол и не хотела выходить. Андрей вернулся за ней. Ему удалось открыть засов и вывести кобылу наружу. Но в этот момент часть крыши рухнула. Андрей упал на землю, надышался дымом и потерял сознание. Барс увидел, что хозяин не выходит. Несмотря на огонь, пес бросился к нему. Он вцепился зубами в куртку Андрея и начал пятиться назад. Сначала ему удалось сдвинуть хозяина лишь на несколько сантиметров. Барс остановился, снова схватил ткань и потянул изо всех сил. Несколько раз пес отступал от жара, но каждый раз возвращался. Наконец ему удалось вытащить Андрея наружу, на безопасное место. Вскоре подъехали соседи и помогли потушить пожар. Андрей пришел в себя уже на свежем воздухе. Первое, что он увидел, был Барс. Пес лежал рядом, тяжело дышал и весь был покрыт копотью. Андрей обнял его и долго не мог сказать ни слова. Сарай сгорел почти полностью. Часть имущества была потеряна, но все лошади остались живы. А главное, жив остался сам Андрей. И все это произошло благодаря собаке, которую когда-то просто бросили у дороги. Эта история напоминает нам, настоящая преданность не измеряется породой, стоимостью или красивыми словами. Она проявляется тогда, когда становится страшно и опасно. Барс не думал о награде, не ждал приказа и не задавался вопросом, стоит ли рисковать. Он просто спас того, кого любил. Поэтому никогда не оценивайте живое существо только по внешности или происхождению. Иногда самый обычный пес способен совершить поступок, на который не решится даже человек. Если рядом с вами есть тот, кто доверяет вам всем сердцем, цените его и отвечайте на его верность добром. Ведь в трудную минуту именно преданное сердце может стать тем самым светом, который выведет нас из огня.